Всем привет! Вы на канале SuperKit. После того, как человечеству пришла идея делать переносные компы, возникла потребность в меньших по габаритам носителям информации. В то время это были винчестеры. Так появился форм-фактор 2,5 дюйма, который также назвали ноутбучным. Конечно, были и еще меньшие винчестеры, например, форм-фактора 1,8 дюйма и даже 1 дюйм, которые использовались в некоторых моделях ноутбуков и MP3-плеерах. Но они ушли в историю еще раньше, а поэтому не будут фигурировать в данном видео. Ноутбучные винчестеры, как и компьютерные 3,5 дюймовые, выпускаются производителями и по сей день. Но вот только если 3,5 дюйма еще очень конкурентны и дают бой засилию твердотельным накопителям, так как они по-прежнему обладают огромными емкостями, они по-прежнему дешевле и они используются в стационарных компах, что гораздо в меньшей перспективе влечет их выход из строя, так как ноутбуки подвергаются тряске, которая как минимум не добавляет пользы для жестких дисков, то с ноутбучным размером винчестеров все обстоит несколько иначе. Стандартная толщина ноутбучных жестких дисков 9,5 мм. До появления SSD в максимально тонких ноутах стали использовать более тонкий вариант в 7 мм, и на момент появления таких дисков это действительно было важно. Есть и более толстые диски, но об этом чуть позже. Максимальную емкость, которую получается впихнуть в такие физические размеры, это 2 терабайта. Это немало, я думаю, что этот объем удовлетворит потребности 99% пользователей. Но все же у такой емкости есть весьма серьезный конкурент – это SSD. Причем стоимость таких устройств отличается на вполне доступную сумму. В соотношении цены это, конечно, все еще 1,5-2 раза, но это реальные к оплате 1,5-2 раза, в отличие от больших емкостей. А это значит, что в таких физических размерах винчестеры достигли потолка, который все еще держится благодаря цене. Причем, если рассматривать объем памяти в 1 терабайт, то тут самые дешевые SSD уже сейчас имеют одинаковую цену с жестким диском. Но цена это не единственное отличие между SSD и жестким диском. Прежде всего, между ними есть разница в производительности, в отсутствии механических частей, в конце концов в сроках гарантии. Все эти факторы не в пользу жесткого диска. Просто представьте себе, что поставит пользователь в свой ноутбук в наше время, если у него один разъем для внутреннего накопителя. И поставит SSD не только пользователь, а и производители уже так делают. Уже сейчас можно встретить множество моделей ноутбуков, в которых винчестер не предусмотрен. Еще в 2017 году в своем компьютере я отказался от 3,5 дюймовых винчестеров. Так решил сделать в силу меньшего размера, меньшего шума, меньшего выделения тепла, а также из-за универсальности 2,5 дюймовых дисков, ведь их можно использовать в компе, в ноуте, во внешнем кармане, причем во внешнем кармане безо всяких дополнительных блоков питания, ведь напряжение питания такого накопителя только 5 вольт, которые есть в USB порте. Чего не скажешь про 3,5 дюйма, которому нужно и 5 вольт, и 12 вольт, что и исключает его использование таким способом. Да, я знаю про карманы для компьютерных винчестеров, но они требуют дополнительного блока питания и подключения в электросеть, что абсолютно неудобно в использовании. И это я не говорю про размеры. В конце концов, в случае ненадобности ноутбучные проще продать из-за их более широкого спектра использования. Решил, что больше к 3,5 дюймовым возвращаться не хочу. Мне лично емкости, которых нет в формате 2,5 дюймов, пока не особо нужны. Это речь про всякие диски на 10 терабайт и более. А когда такие емкости мне могут понадобиться, то уже цена на твердотельные накопители будет заметно ниже. Поэтому, может быть, к этому моменту не будет в этом и необходимости. Начиная со времени отказа от 3,5 дюймов, я ни разу не пожалел. Да и чего жалеть, объем есть, все работает, хватает, нет причин, чтобы впадать в расстройство. То, что диски имели разные интерфейсы, а конкретнее еще лет 15 назад имели IDE разъем, я также вспоминать не буду, ибо это уже также давняя история. Но какие они были, являясь уже современными, и как оказались теми, которые продаются сейчас? На это я подготовил подборку очень разных жестких дисков ноутбучного формата. Какие-то были у меня в длительном пользовании, какие-то были у меня, но я их решил продать в силу неактуального объема для себя,
Какие-то были у меня, но я их продал, потому что решил, что ошибся с покупкой почти сразу же. Надеюсь, будет интересно. Несмотря на то, что диск на 2 терабайта самый новый и современный из тех, что были у меня непосредственно, начну все равно с него. Расскажу немного, так как более подробный обзор со всеми тестами можно посмотреть в отдельном недавнем видео. Начну с этого диска, так как он обычный, без дополнительных технологий и особенностей. Простой диск 9,5 мм ноутбучного форм-фактора. Как и говорил, для такого размера, а конкретнее толщины, 2 терабайта это максимум по объему. В нем черепичный метод записи, кэш 128 мегабайт, 5400 оборотов в минуту, SATA 3. Сейчас установлен и используется в моем основном компе. Скорости чтения и записи 150 мегабайт в секунду. Для такого размера и такой плотности записи стандартные величины. В программе HDTune характерная для жестких дисков падающая дуга. Вряд ли сегодня кто-то бы стал использовать такой диск в качестве системного. Не использую его таковым и я. Для этого у меня M2 NVMe. Покупал для другого своего компа, но в видео о том компе расскажу, почему не установил его туда. Это второй мой диск 2,5 дюйма, который покупался именно как внутренний для компьютера. Первым же на смену 3,5 дюймовому покупал Travel Star от Hitachi, который на тот момент только недавно выкупили Western Digital. Новые хозяева по-прежнему продолжали выпускать продукцию, в том числе под брендом HGST, что есть Hitachi Global Storage Technologies. В 2017 году, как раз когда решил отказаться от 3,5 дюймов, купил первый 2,5 дюймовый диск, чтобы установить его в компьютер. Кроме того, что мне захотелось просто обновить диск, так как предыдущему было уже 7,5 лет, а также перейти на новый ноутбучный формат, никаких предпосылок не было. Мой 3,5 дюймовый диск от Samsung чувствовал себя прекрасно, а на момент его продажи тот диск на 1,5 терабайта ни разу не был заполнен даже на 300 гигабайт из 1,5 терабайт. Мне просто нечем было его заполнять. Канал только появился, и у меня еще не было столько видео, чтобы занимать такие пространства. Мой новый диск Hitachi на 1 терабайт был очень интересным. С точки зрения общих характеристик, вроде бы ничего особенного. SATA 3, 5400 оборотов в минуту, но он был толщиной 7 мм, а также имел кэш 128 мегабайт, что для такого размера дисков было нераспространенным событием того времени. Но интересен он был и своими скоростными возможностями. Так, например, это единственный диск, который я видел, чтобы в HDTune рисовалась не падающая кривая, а по сути прямая линия. Да и время доступа явно не соответствует жесткому диску. Таким этот жесткий диск был при покупке, такой он и спустя 5,5 лет. Не могу сейчас понять, почему здесь такие значения. В 2017 году в обзоре я это объяснил кэшем в 128 мегабайт, и это отслеживалось по тесту в Crystal Disk Mark. При тесте файлом 128 мегабайт были одни значения скоростей, которые, к слову, самые высокие среди всех 2,5 дюймовых, что я видел, а при тесте файлом заметно большим в размере были более приземленные значения. Но почему тогда недавно купленный Toshiba L200 не выдает таких же тестов, ведь у него тоже кэш 128 мегабайт? Что касается общей работы самого диска, то к нему нет претензий спустя 5,5 лет. Тест поверхности в Виктории показывает очень хорошие результаты. Отличный диск. Продолжаем обратную хронологию и попадаем на год раньше, в 2016, когда был выпущен еще один очень интересный пациент. Так называемый гибридный вариант. Его гибридность заключается в том, что этот мутант совмещает в себе и SSD, и классический жесткий диск. Такие диски совсем недавно еще продавались, а именно в 2022 году. Хотя, возможно, со склада, но при этом их могли перестать производить раньше. Эту информацию не искал, но не думаю, что она принципиальна. В эпоху дорогих твердотельных накопителей главной задачей такого диска была ускоренная работа операционной системы за счет переноса самим диском мелких файлов на флеш-память, что ускоряло работу операционной системы и придавало отзывчивости. Более-менее крупные файлы системы и программ, а также все остальные несистемные файлы, как и раньше, хранились на магнитных блинах. Полагаю, что их перестали производить из-за падения стоимости SSD, в результате чего те, кто хотел получить флеш-память в качестве системного диска, те и так сейчас могут себе это позволить.
А те, кому нужен дешевый объем, не нуждаются в дополнительной флеш-памяти, которой, к слову, у этого диска 8 гигабайт. На тестах отчетливо видно, что абсолютно нетиповые скорости для магнитного диска прослеживаются при чтении и записи этих самых мелких файлов. Итак, какими характеристиками обладает данный девайс? Как и сказал ранее, 500 гигабайт памяти на магнитном диске, 8 гигабайт NAND флеш памяти MLC, кэш-буфер 64 мегабайта, 5400 оборотов в минуту, толщина 7 мм, SATA 3. Причем и в этой модели на 500 гигабайт встроенной флеш памяти 8 гигабайт, и в модели на 1 терабайт также флеш памяти 8 гигабайт. Виктория показывает некую усталость этого диска, но я скажу, что потестировал его в том числе и в качестве системного. Да, не SSD, но заметно шустрее обычного харда. Отклик и быстрота загрузки операционной системы ощутимы. Так что во времена дорогой памяти в виде SSD это однозначно имело смысл. И коль я уже несколько раз упомянул и форм-фактор 2,5 дюйма, и напряжение питания 5 вольт, также добавлю, что тот факт, что винчестер 2,5 дюйма, это не означает, что напряжением 5 вольт можно будет обойтись. Все знают, что жесткие диски могут отличаться по скорости вращения шпинделя. Так вот, если 2,5 дюйма винчестер имеет скорость вращения 5400 или 7200, то ему достаточно 5 вольт. Но если моторчик вращает магнитный диск со скоростью 10 тысяч или 15 тысяч оборотов в минуту, а такие тоже есть в природе, то такому жесткому диску потребуется также и линия в 12 вольт. Ведь мощность моторчиков с такими оборотами вытянуть только напряжением в 5 вольт не получалось. Именно такой винчестер, который вы сейчас можете видеть, требует сразу два напряжения – 5 вольт и 12 вольт, как и в 3,5 дюймовых. Да, он явно толще своих побратимов, потому что имеет толщину 15 мм, но не будет работать только от 5 вольт не из-за толщины, а из-за скорости вращения 10 тысяч оборотов в минуту. Поэтому такой винчестер, даже если вместится в ноутбук, то не будет там работать. Как не будет работать и от внешнего кармана, даже если тот позволяет такому толстому винчестеру туда влезть. Что касается именно этой модели, то это диск из разряда восстановленных. А компания Mediamax, которая указана на диске, занимается восстановлением. Уж не знаю, напрямую или покупая через существующие заводы, производящие жесткие диски, или вообще эта фирма специально создана кем-то из производителей, чтобы продавать восстановленные диски не под своим брендом и, так сказать, не марать его. Это все сейчас не важно. Магазин, в котором их продают, дает на такой диск год гарантии. Диск фактически новый, но частично состоит из частей какого-то сломанного накопителя. Главное здесь не это, а его технические характеристики, которые не изменились из-за того, что он восстановленный. Кстати, с такими характеристиками, даже более совершенными, продаются и новые современные экземпляры. Диск Mediamax имеет следующие параметры. Емкость 300 гигабайт, SATA 1, очевидно, что это какая-то старая модель была восстановлена. Буфер 16 мегабайт, толщину 15 мм. 10 тысяч оборотов в минуту, благодаря чему имеет меньшее время доступа, что можно было видеть в программе HD-Tune. Причем даже несмотря на то, что диск работает на скоростях SATA 1. А еще он очень сильно греется. Есть ли жесткие диски 2,5 дюйма объемом более 2 терабайт, но чтобы они работали как классический ноутбучный вариант только от 5 вольт? Есть. И 4 терабайта, и 5 терабайт. Их и ставят во внешние жесткие диски, но толщина таких дисков также 15 мм, как и у предыдущего гостя. Что сразу же делает невозможным использовать их в ноутбуках, то есть в тех устройствах, под которые такой форм-фактор вообще и внедрялся в обиход. Их можно использовать в компах, но цена таких устройств неоправданно высока. И даже немного странная, ведь 5-терабайтный диск в качестве внешнего стоит ровно в 2 раза дешевле, чем 5-терабайтный диск отдельно, хотя внутри упомянутого кармана стоит такой же 5-терабайтный диск, во всяком случае, если речь идет про Seagate. Хотя просто как SATA таких продается немного моделей, но их можно видеть во внешних жестких дисках, которые имеют объем более чем 2 терабайта. И немного их стало относительно недавно, потому что был момент, когда и Western Digital, и Toshiba, и Seagate их продавали и отдельно. Но потом почему-то первые две компании отказались от этого, и из магазинов очень быстро исчезли 15-миллиметровые представители этих фирм.
Теперь жесткие диски от этих производителей можно найти только во внешних винчестерах, которые спрятаны внутри карманов. Возможно, их перестали продавать, так как 99% ноутов не смогут их в себя вместить, а среди новых моделей ноутов все 100% не смогут. Ведь ноутбуки идут на уменьшение толщины, а главные враги уменьшения толщины старых моделей ноутбуков были как раз винчестеры, которые теперь все активнее заменяют твердотельными накопителями, причем не просто обычными SATA, а M2, которые не имеют корпуса и в толщине всего 3 мм. Также к таким врагам можно отнести и аккумулятор ноутбука, ведь в старых моделях аккумуляторы были собраны из нескольких банок 18650. Сегодня же ноутбуки пошли по пути смартфонов и имеют несъемные аккумуляторы в виде пластины. Имея большую и разную площадь, они имеют меньшую толщину. И если винчестеры форм-фактора 3,5 дюйма по-прежнему актуальны из-за цены и потенциально большого объема, то жесткие диски 2,5 дюйма, на мой субъективный взгляд, начинают выходить из моды как классическое постоянное запоминающее устройство. И именно 2,5 дюйма еще не сошли на нет окончательно лишь благодаря популярности такого продукта, как внешний винчестер. А если жесткий диск имеет толщину 15 мм, то его кроме как в компьютер, либо во внешний карман, больше никуда и не определить с огромной долей вероятности. И, наверное, именно так и думая, производители и убрали модель в 15 мм толщины из свободной продажи. Ведь в компьютер можно поставить и 3,5 дюйма, а внешние диски продаются в готовом виде, причем, как показывает практика, даже дешевле, чем без внешнего кармана. Также не в пользу винчестеров вообще и тот факт, что все больше сервисов с облачным хранилищем информации. Да, очень часто это платно, особенно если вести речь про большие объемы, а не 15 гигабайт от Гугла. Но люди очень хотят жить в кредит или рассрочку. Их хлебом не корми, дай только не купить какой-то предмет сразу, а платить частями и годами. Посудите сами, все к этому и идет. Винчестеры заменяют облаком с ежемесячной абонплатой. Уже даже компы заменяют облаком, делая игровые машины с удаленным доступом, которые позволяют играть в современные игры с весьма слабого компьютера за счет чужих возможностей. Это тоже такой себе кредит, ведь вместо покупки компьютера теперь все идет к абонплате за чужой ресурс. Добавлю, что внешний диск можно сделать и самому, банально купив карман и установив туда диск, о чем многие знают. Однако, если рассматривать новое устройство, то, как и говорил, это может быть даже дороже. Но если покупать БУ жесткий диск, которые сегодня очень дешево стоят, о чем также упоминал, либо у вас есть такой диск после апгрейда, то тогда вперед за карманом. Я уже купил, причем на Type-C. Но вспомнил я об этом не для того, чтобы похвастаться, а чтобы сообщить и интересную, и сразу странную деталь. В недавнем видео Powerbank показывал, что накупил разных кабелей с Type-C прежде всего для телефона, но ради интереса решил попробовать и с этим карманом. Так вот, по совершенно неясной причине скорость через любой из новых кабелей, а также того, который шел в комплекте к смартфону, ограничена скоростью USB 2.0. Хотя я, естественно, подключаю все это дело в USB 3.0. Очень странная загадка, явно проблема не в моих кабелях, а в этом кармане. Да, как обычно, под видео, где сравнивается жесткий диск и SSD, любят набежать специалисты, которые рассказывают, что информацию жесткого диска можно восстановить, что они вечные и прочий бред. Причем эта информация у них в большинстве случаев не из личного опыта, а они об этом просто слышали. А также любят умолчать стоимость этой процедуры, которая равна стоимости нового жесткого диска, что изначально просто говорит о том, что нельзя хранить свои важные данные на одном устройстве. Насколько надежным вы бы его не считали, и проще сразу купить два диска. Но допустим, что они правы и SSD это говно, а жесткий диск самое надежное в мире устройство памяти. Допустим. Понимаете, какая штука? Лошадь тоже не ломается. Ее достаточно просто покормить и можно ехать. Но почему-то все ездят на машинах, у которых одна фара стоит как винчестер. И ведь не пересаживаются на вечную лошадь. Не нужно в этом видеть то, что я против жестких дисков. Нет, не против, но их время проходит, во всяком случае, дисков ноутбучного формата. И сейчас очень интересная картина на рынке БУ. Я 2 месяца продавал свой винчестер на 80 гигабайт, пусть и 3,5 дюймовый, но все же. Достаточно высокотехнологичный продукт, над которым трудилось человечество, всего-то за 100 гривен. И только недавно продал, вдумайтесь.
Винчестер на 80 гигабайт по цене 1,5 килограмма гречки либо макарон. Что же касается жестких дисков формата 2,5 дюйма, то сегодня их цена на OLX около 700-800 гривен за 1 терабайт, что более чем в 2 раза дешевле, чем самый дешевый, но новый диск такого же объема. Либо люди их стали массово сливать, заменяя их на SSD, либо у нас они завозятся как мусор из Европы в виде компов и ноутов на разборку за бесцень. Но цена неадекватно низкая. Кто-то со мной не согласится, но я вижу закат ноутбучного формата дисков. Большинство людей продолжают пользоваться винчестером только из-за его явно меньшей цены. Но как только стоимость выровняется окончательно, ну или хотя бы не будет превышать 10-20%, то есть перестанет быть явно отличительной, они сойдут на твердотельные накопители, которые уже продаются в устройствах около 15 лет, которые достаточно изучены и массово протестированы, технологии которых отработаны. А как оказалось на заре появления такого устройства, как SSD, их ресурс был чересчур исчерпывающим, а цена завышена, из-за чего устройства с однобитными ячейками исчезли, толком не став массовыми. И появились сначала 2-битные ячейки памяти, потом 3-битные, а сейчас уже и вовсю и 4-битные. Ведь производители поняли, что заложили слишком огромный изначальный ресурс. Так, например, мой личный SSD Samsung EVO 860 на 1 терабайт за 2 года с момента его покупки пропустил через себя лишь 2 терабайта информации. То есть полностью он был записан лишь 2 раза, хотя производитель гарантирует минимальный ресурс в 600 терабайт, то есть в 600 циклов. И я эти 2 терабайта записал только потому, что, делая обзор на этот SSD, чтобы сделать полный тест, пришлось записать более 1 терабайта. То есть в моем случае первый сработанный терабайт появился до того, как я вообще начал им пользоваться. И если бы не тест, то за 2 года было бы израсходовано лишь 1 терабайт ресурса, что в свою очередь говорит о том, что его бы хватило при таком использовании на 1200 лет. Ну вы понимаете. На SSD сроки гарантии в среднем выше, менее 3 лет практически и не найти, а есть и на 5 лет, как на мой Samsung, в то время как на жесткие диски гарантия, как правило, ограничивается сроком 2 года. Если вы хотите поспорить со мной, то надеюсь, с Samsung вы не будете спорить, ведь эта компания также обладала своими мощностями по производству жестких дисков и уже более 10 лет назад, не видя в них потенциала, продала свой завод компании Seagate и сосредоточилась на производстве SSD, по итогу став самым топовым производителем. На мой взгляд, конечно же. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!